Привет, привет. Как ваше ничего? Жаура, сейчас идем гулять, сейчас. С утра уже нет света, а я допиваю чай. Пила, конечно, с утра я уже, ребята, кофе. Сейчас у меня чаек. Сейчас. Да? Да? А, нет, туда не приехали. Угу. Да пускай у тебя стоят, потом съешь. А свет у тебя есть? Класс. Но у нас нету света. Сын старший. Пускай у тебя стоит йогурт, холодильник работает, пускай стоит, потом скушаешь. Ну давай, давай, ага. Да, это сын старший позвонил. Я его попросила. У нас приезжают возле его парадной по вторникам из села женщины, продают сельскую продукцию. Так люблю их сало, так люблю их блинчики с творогом. Много чего интересного. Домашняя курица. А сегодня они не приехали. У нас в Одессе сегодня -2. С утра было -5, и даже ниже. Но мы сейчас жорко оденемся и пойдем погуляем. Я вам что хочу сказать. Я имела очень много планов, но, видите, свет все-таки выключили в 10 часов, даже раньше, или 9:30. Ну, подзарядились, но не полностью. Я пока свет был, не зарядила свой второй телефон основной. А пью я вот этот чай. Чай имбирь с лимоном. Ну, я не знаю, что они называют этот чай. Я бы назвала это просто, ну, просто, так оно и пишется, концентрированный напий. Но мне очень понравилось. Еще покупали малину. Ну, малина как варенье, типа водички, когда разбавляешь. А облепиха мне не очень понравилась, такая себе. Сейчас читаю чат. Ночью там дроны прилетели, есть разрушения. Это ужасно. А вот читаю чат и удивляюсь. Детям в одной из школ выдали сухпай. Тот, который, в принципе, предлагают военным. Я очень удивлена. На обед выдали сухпай. Пишут, лучше бы детям дали, родители возмущаются, дали бы печенье, какие-то там, ну, печенюшки, вафельки, да, булочки какие-то, фрукты. Я думаю, этого бы хватило детям. Зачем детям сухпайок? Я вообще не понимаю. Ну, это действительно странно. Говорит, лучше бы отправили куда надо военным этот сухпай. Зачем детям? Я, честно говоря, тоже удивилась. И что школьник с этим пакетом будет делать? Странно. Короче, каждый день что-то интересное, ребята. Так, ну все, собираемся. У нас солнечно, достаточно солнечно. Я сегодня пыталась зарядить свой пауэрбанк, и мне это частично удалось от своей солнечной станции. Каждый раз вам говорю видео про свою солнечную станцию. Ну, она такая, ну, на крайняк телефон за пару часов, часа за 4, за 3, при хорошем интенсивном солнечном освещении зарядить возможно. О, включился мой инвертор. Наверное, включился холодильник. У нас получается с 9:30 до 5 света не будет. Ну, знаете, с одной стороны, хорошо, что плохо, что свет выключают, но хорошо, что его включат вот сегодня нам в 5. И мы какие-то там 3-4, а может и 5 часов побудем со светом в вечернее время. В вечернее время все приходят с работы, собираются помыться, постираться, приготовить ужин. Обед я вчера вечером готовила быстро обед, очень быстро, очень шустро готовила. Я была на прогулке, включили свет, я пулей домой сварила борщ,
Сделала ужин, короче, бегом-бегом, потому что иди знай, когда его выключат. Выключили уже ночью. Потом опять включили. Утром мы проснулись со светом, и до 9:30 мы нормально себя чувствовали. Так что вот такие дела. Почему до сих пор я не вышла на улицу? Потому что я занималась цветами, пересадкой и занималась блогерством своим. Монтировала, загружала. Это же не так-то просто, понимаете? Вот все думают, что блогерство – это простая работа. Но все, кто окунается в эту рутину, многих сходят с дистанции. Почему? Потому что надо постоянно быть, так сказать, на волне. Это труд. Это даже, как бы, знаете, это надо постараться выдать информацию. Я не про этот канал, ребята, ничего не подумайте. Это у меня такое болталка. На своем основном канале у меня там про цветы, про орхидеи, про хвои. И поэтому там у нас более такая информация, как растить, как пересаживать, как ухаживать. А вчера вечером, я не знаю, что со мной случилось. Мне когда-то давно, ну как давно? Ой, в 2000-х было несколько сортов лимонов. И у меня даже они заплодоносили. У меня был лимон Мейера, и был у меня, он очень капризный, ребята, очень капризный. И был у меня павловский лимон. Он не такой капризный, но сам лимон у него... Ну вообще я вам скажу, вот эти лимоны, которые у меня созрели, вау, это такая вкуснятина. Я вообще лимоны, ну как бы не очень. Но вот этот лимон, который созрел у тебя в домашних условиях, он настолько ароматный, мы просто хотели... Разрезали его, да даже не разрезая его, так прямо, во-первых, сам процесс зацвел, заароматил. Потом, значит, начал, когда уже набирать так вот постепенно вот этот объем, интересно наблюдать. Потом, значит, начал желтеть. Ну, это что-то, это что-то. И, в общем-то, я просто была в эйфории от этого цитрусоводства до определенного момента, когда в один прекрасный момент я их, видимо, залила. Скорее всего, что это был осенне-зимний период. И вроде ж читала и узнавала, но там надо постоянно менять почву. Если вы не меняете горшок, надо вытряхивать, менять грунт. Короче, они у меня того. Мейер был обалденно вкусный. Обалденно вкусный. Там вот даже у нас, я видела, не сейчас не обращала внимания, а обычно очень часто в осенне-зимний период у нас в сельпо появляются лимоны Мейера. И прямо на этикетке, на ценнике написано лимон Мейера. Ну, уже продукты привозят. Они такие кругленькие, тонко шкуры, очень ароматные. Кому-то они не очень нравятся, потому что это какой-то гибрид. Мейер это... Напишите, кто знает, что-то с чем-то скрещенное. И он более такой ароматный, более вкусный, нежели обычный лимон. Короче говоря, так к чему я это говорю? Я вчера что-то вот не спалось мне. Я чаю напилась на ночь. И, наверное, с бергамотом. Вы знаете, что если вы будете пить чай с бергамотом на ночь, его надо с утра пить. Вы не сможете, у вас будут проблемы с засыпанием. Я все на кучу вам рассказываю. И, короче говоря, по-моему, я вчера с бергамотом выпила чай, и все. У меня глаза все уже улеглись, и я хожу. Я не хочу спать. Вот я хожу, брожу. Ну, что делать? Не погремишь, ничего. Все вымыла, приготовила, все сделано, постирано, убрано. Все хорошо, все нормально. Только оставила... пропылесосить на сегодня, чего не смогла сделать, выключили свет, пока я растормозилась с утра. Я просто вымыла полы, с Доместоса немножко капнула, вымыла полы. Но дело не в том. Дело в том, что я улеглась, открыла, в общем-то, и мне начала, короче, смотреть видео про цитрусы. И мне, конечно, как поперли все эти видео в рекомендации. И такая есть в Украине Татьяна Кузьмук, по-моему. Ох, как она мне очень нравится. Блогер она, и у нее теплица. По-моему, она из Запорожья или Запорожской области, девочки. Ребят, я точно не знаю. По-моему, где-то в Запорожье или под Запорожьем, где-то там.
И у нее обалденная теплица, у нее столько сортов разных цитрусовых, и она вот это так красиво, вкусно это и классно это все рассказывает про их выращивание. В общем, я залипла у Татьяны на канале. И что вы думаете? Сразу я вспомнила про свой мейер, который у меня был, а он капризный, про свой лимон павловский. И мне так захотелось опять повозиться с цитрусами, хотя когда у меня вот они, может быть, они не погибли, может, я их зря выбросила, ребят. Ну, короче, они листопадные после всего. Они листопадные, и у меня, когда попадали листья с них, я, наверное, подумала, что все, а может быть, надо было оставить, пролить каким-то корнеобразователем. Ну, короче. Я заказала себе 2 кустика лимона, 2 деревца. Есть такой сайт, Агромаркет, по-моему, он называется, UA. И пока они со мной, оператор, не связывался, они мне только сообщение написали, что, ну, как бы они, я прочитала, в январе не отправляют. В декабре не отправляют, и потом с февраля не отправляют саженцы. Ну, короче, я заказала 1 мандарин. Я просто посмотрела по отзывам, что самое такое популярное. 1 мандарин, который очень для квартир классно. Он такой, крона у него небольшая, он до полуметра вырастает, низенький. Сильно вот такой вот он плодоносит. Вот оно мне надо. И мейера, и опять мейера. Вот понимаете, вот на те же грабли. Не знаю, еще пока не связался оператор, наверное, скажет, что надо подождать, да ради бога. И там недорого саженцы стоят в этом агромаркете. Отзывы почитала хорошие. Есть и свежие отзывы за этот год. Не за этот, за прошлый, за 25-й год. Короче, меня прямо аж прет по этим растениям, я не знаю. Вот мне надо везде вот что-то попробовать. Попробовала алаказии, они мне подохлись. Осталось только поле. Не, алаказии я не могу, они у меня не получаются. Девчонок вот с такими огромными листьями у меня не получается. В общем, я сегодня вам про цитрусоводство вообще говорю. Но вырастить свой лимон, да понятно, что пойдешь, купишь, дешевле будет этих лимонов вот так. Но сам факт. Но надо постараться. И сильно на них присаживаются вредители, всякие грибки, блядь, им всякие условия надо создавать. Ну вот я люблю повозиться. В общем, не знаю, ребята. Но сегодня мне еще должен мешок грунта приехать. Я вот думаю, буду просить старшего сына, там 50 литров. Девочки, 50 литров это не 50 килограмм. Упру я его с новой почтой или нет? Не, 50 литров это, наверное, не 50 килограмм. Там вот этот плагрон, такие шарики, сейчас я вам покажу. Вот у меня в орхидеях, я сажу их, такие шарики из глины. Они такие все ровненькие, и в них очень, как гидропоника, в них очень хорошо наращивают орхидеи корни. Так, все, канал превращается в орхидейный, в цветочный. Все, надо прекращать. Специально же создала новый канал, чтобы говорить о жизни. И все равно в этой жизни самое такое приятное на сегодняшний день в наших условиях — это растения, животные, природа, флора и фауна. Все остальное просто ужас. Вчера как посмотрела новости, лучше бы я их не включала. Меня муж ругает. Кстати, мне сегодня что-то глаз, девчонки, как ячмень начинается. Болел с утра глаз. Надо взять... Ну, я вот так левомикуля немножко снизу смазываю. А свекровь мне советует эту палочку ватную в камфорный спирт немножко подержать и потом вот так чуть-чуть мазнуть, чтобы согревало. Но я один раз в глаз как попала, я что-то боюсь. Короче говоря, такие наши дела. Смотрю, у моего сегодня малого дистанционка, мы дома учимся, а малышовка у нас онлайн. Короче, все. Жорка на меня обиделся, что я его не вывожу на улицу. Но я смотрю, сейчас минус 2. Снежок еще лежит местами. Видите, вон лежит еще снежок.
Пойдем сейчас с ним поморозимся. Вчера набегались. Я сегодня возьму мячик, покидаем с ним мячик. Так что вот так, ребятки. Сегодня сейчас думала, сын купит и сальца, и всего вкусняшек. Но нет так нет. Думала, сало к борщу. Идти на рынок, на наш, уже неохота. А уже и обед. Ну, короче, без сала обойдемся. В следующий раз. До следующего раза. Так что всем до встречи. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо за лайки. Я вот, знаете, смотрю статистику, вижу, что много комментариев. То есть мне показывается число. Там, например, 20 комментариев. Я открываю, их нет. Скорее всего, YouTube считает те комментарии, которые он сам и не пропускает. Я их не вижу, никто их не видит. Кто-то какую-то глупость написал Анечке. YouTube не пропустил, и все. У Жорки что-то с глазом. Развела фурцелин. И спонжами протираю, он рычит. Прям один глаз не открывается. У него такое было уже, когда он был совсем маленький. Видите? Сейчас хочу еще раз. Капли есть. Но легче протереть, чем закапывать. Мы даже не вышли гулять. Я начала его собирать. Сама вот уже оделась. А он пищит, что-то плачет. Хотя с утра ничего такого не было. Сейчас вот я спонжик помочу. Для каждого глаза отдельный спонж. И вот так фурцелин. И протираю. Он, конечно, не рад. Я только вам рассказала, что у меня вот этот глаз болит. И у Жорика заболел. Мы с ним прям вместе, представляете? Странно. Где-то мы ходили. Вчера мы были на прогулке. Не знаю. Я сама не знаю, чего у меня глаз болит. Ну, с утра сильнее болел. Но я приму меры тоже. Еще пока не приняла. Что там скребешься? Устраивается. Не гулять не хочет, ничего. Утром все было нормально. Так мы без света и сидим. Уже 4-й час. Но пол нашего района без света. После прилета. Такая собі. Ребят, вышла на улицу. Иду с тачечкой. Потому что 50 литров объем мешочка с камушками, который мне приехал. Не знаю, помещу или нет. Здесь кругом генераторы тарахтят. Видимо, нас включили только что в 3 часа, а здесь повыключали. Ну, хотя бы так. Я думала, что в 5 включат. Включили в 15. Ну, уже легче. Ну, мне пришлось уйти. Жорку с собой не взяла. Что-то он совсем. Вы знаете, мне кажется, вчера мы с ним после прогулки мыли лапы в тазике. И я ему хлепнула воды, вернее, он мордой всунулся в воду, в грязную. И поэтому, мне кажется, попала инфекция ему в глаза. Теперь он плохо себя чувствует. Вы таки бачили? Крейзи цветовод. Ну, действительно, тут, наверное, 50 килограмм. Я взяла с собой тачечку, вот так сгромоздила, но я что-то переживаю насчет колес, выдержат ли они. Опять она купила себе вкусняшек и иду домой. Думала, сегодня я ничего к чаю покупать не буду. Какой там? Накупила целую кучу. И довольна иду домой. Главная вкусняшка — это сельдь Матиас. Понимаете? Нам пока дали свет. Надо все успеть. И скупиться, и прогуляться. В общем, все сразу. А на улице уже темно. Такие, ребята, дела. О, большинство домов вон без света. И сейчас... Ой, скользко. По графику наша очередь. Хотя никакого графика, в принципе, как такового и нет. С ума сойти можно от этого грохота генераторов. Ну а что делать? Бизнесу надо работать. А нам надо пить кофеек, ходить в магазины. Куда денешься? Ух. У нас
свет есть еще пока. С 3 часов. Вот я сейчас посмотрю, сколько время и стоит ли подниматься домой на лифте или лучше пешочком. Потому что сидеть в лифте, ну, недолго, думаю, приедет бригада, вытащит. Ну, зачем напрягать лифтеров своей бестолковостью? Все ж мы знаем, что графиков как таковых нет. Так что вот так, уже где-то около 5 вечера. Но вы знаете, уже не так сильно темно, как было буквально пару недель назад. Уже позже вечерей, ну, закат позже. Жорке уже получше, да, Жорка? Глазик уже открывается, я ему вот такие капельки капаю, были у меня. Надо будет еще один пузыречек купить. Да будет такой несчастный, такой несчастный. Как твой глазик? Получше? Вот этот, вот этот. Все равно еще не очень. Но еще пару раз покапаю, будет хорошо. Он целый день спит. Девочки и мальчики, мне кажется, он его чем-то царапнул. Я сегодня пересаживала орхидею. Он у меня таскал кору из горшка. Да, вот так вот. Все, больничный. И мне кажется, что он там ее и грыз, и все, что хочешь, делал. Везде носом своим залазил. Цветовод. И, короче говоря, что-то он себе там наделал. Но я вот так визуально не вижу, что он там как бы повредил, что там краснота. Нет, просто вот глаз закрыт и все. Мне кажется, он уколол. Ну вот эти капельки, они хорошо. И при инфекциях, да? Я пока не капаю, не переживай. Сильно переживать, что я начну капать. И при инфекциях они хороши, и при попадании инородного тела. Это я в инструкции прочитала. Ветеринар нам выписывал еще месяц назад, по-моему, или 2. Ну, я так, как бы, он, конечно, вскрытый тюбик. Может, я не почитала, может, его нельзя хранить в скрытом состоянии. Ну, делать нечего. Мы прокапали. Сейчас перед сном еще покапаем. Нет у нас, ребят, света. Вот сижу тут с лампочкой. Вот такой вот. Да, Жорка? Мы при свечах сегодня с тобой. У нас в 6 часов. В 3 включили, в 6 выключили. Недолго музыка играла, да? Теперь обещают включить в час. Но это уже совсем другая история. Мы будем уже в это время спать.